Ажурные окна, стены 2 метра в толщину и средневековый подвал, в котором наверняка томится парочка привидений. Ролик об этом старинном здании я не планировала. Приехала в Калининград, чтобы рассказать о городе, и мимолетом заскочила сюда. Но кто бы мог подумать, что это место окажется настолько таинственным, а его нынешние обитатели увлеченными своим благородным и очень необычным делом. Думаю, они достойны не только отдельного выпуска Ян Буян, но и сериала Netflix. Меня зовут Яна, и я приехала в замок 13 века Вальдау. В этом выпуске о феодалах нашего века. Это уже даже не смысл жизни, это образ жизни. Как вышло, что семья из Белгорода поселилась в заброшенном замке? А сегодня вот замок из себя представляет Франкенштейн. И зачем вкладывать деньги и силы в то, что им не принадлежит? У нас договор аренды, мы здесь не навсегда. Кто помогает Сорокиным, а кто, наоборот, старается помешать? А вы привидения видели? Да, они постоянно со мной здесь. И далеко ли финальная отделка? Ян Буян. Через 700? Удивительная история о хранителях старинного замка прямо сейчас. От Калининграда до поселка Низовье всего 15 километров. Именно здесь стоит тот самый древний Вальдау. Вокруг 200-летние деревья, но сам замок, конечно, гораздо старше. Крепостные стены, построенные еще в 1258 году, давно сравнялись с землей. Другие постройки на подступах тоже. Одиноко стоящий дом – все, что сохранилось до наших дней. Вальдау не похож на классический замок, который мы видели на исторических рисунках, с башнями и бойницами. Это скорее поместье с большими угодьями, но замок настоящий, основали его тевтонцы. Правда, от роскошного Вальдау, когда он принимал магистра Тевтонского ордена или Петра I с Великим посольством, осталось немного. Да, именно тут в 13 веке были расквартированы рыцари Тевтонского ордена. А Петр I, по слухам, ночевал здесь 5 столетий спустя. Но теперь в Вальдау живут не князья, не богачи, а обычная российская семья Сорокиных. Надежда, у вас очень красивый сад. Спасибо большое. Это сад роз. Это не просто у меня сад, это розы, собранные на деньги людей. Мой первый опыт на краудфандинговой площадке по сбору средств для посадки роз. Вокруг замка посажено 100 кустов роз. На каждый из этих кустов собраны деньги со всего мира. То есть все люди собирали деньги на вот эти вот алые кусты роз. Вместе с Надеждой этот замок восстанавливают ее муж и 2 сыновей. Дочь еще слишком мала. С ними я познакомлюсь чуть позже. А пока еще об одном способе заработка для того, чтобы дать Вальдау новую жизнь. Во дворе замка вместо карет стоят ретро-автомобили. И вы только посмотрите, какие это красавцы. Сегодня день закрытия фестиваля «Спаржи», которая стала символом этого замка. Выставка ретро-автомобилей именно в честь такого события. Собрались самые старые в Калининграде машины. А сколько, допустим, этой машине лет? Этой машине 86 лет. 86? Да, 86. Она 36-го года. Она совершенно прекрасно двигается, ездит. И самое интересное, наверное, то, что именно этот автомобиль был продан здесь, в Кёнигсберге, 86 лет назад. Это было установлено по номеру автомобиля, который у нас здесь под капотом. А можно посидеть у вас в автомобиле? Присаживайтесь, пожалуйста. А до какой скорости разгоняется? Вы знаете, этот автомобиль, он не скоростной, он для удовольствия. Средняя скорость движения в городском потоке от 90 до 110 км в час. И цвет хороший. И цвет красивый, Тиффани. Цвет Тиффани. Давно не крутил его? Обзы не подрались. Настолько
все сделано аутентично, вроде ты ищешь, крутишь, да, и музыка того времени, программы того времени. Для тех, кто любит авто поновее, я расскажу, как путешествовать на машине, избавив себя от ряда автомобильных забот. Нужно просто воспользоваться сервисом Hyundai Mobility. Здесь вы можете взять машину на срок от 1 дня до года. И при этом вам не нужно думать про страховку, техническое обслуживание, сезонные шины и так далее и тому подобное. Все это берет на себя компания. А вам, среди прочего, обеспечена круглосуточная помощь на дорогах. Взять автомобиль, или как это сейчас называется, оформить подписку на машину, вы можете, не выходя из дома, через мобильное приложение Hyundai Mobility. Вам понадобится только паспорт и права. Если вам больше 25 лет и вы водите как минимум 3 года, смело скачивайте Hyundai Mobility. Кстати, приятная деталь. Залог за автомобиль в этом сервисе оставлять не нужно. В Hyundai Mobility есть 3 тарифа. С тарифом Freedom можно взять абсолютно новый автомобиль на год. Тариф Travel позволяет взять машину на месяц, а тариф Country на срок от суток до месяца. Последние 2 тарифа для меня, как для путешественника, любимые, поэтому расскажу о них поподробнее. Итак, тариф Travel прежде всего подойдет тем, кто настроен на большое путешествие. Например, хочет отправиться в отпуск на автомобиле всей семьей или с друзьями. Еще этот тариф подойдет тем, кто хочет взять автомобиль на сезон, например, на зиму. Или тем, кто присматривается к подписке на автомобиль на год и хочет сначала протестировать этот новый сервис. Тариф Country – хороший выбор в любой ситуации, когда вам быстро нужен автомобиль на короткий срок. Например, чтобы съездить куда-то отдохнуть на выходные, решить какие-то дела или чтобы оставаться мобильным в командировке. Автомобили Hyundai Mobility можно взять в 20 городах. При этом вы можете свободно передвигаться по всей России и выезжать за границу без доплат. Автомобили сервиса хорошо укомплектованы и обслуживаются только у официальных дилеров Hyundai. Путешествовать на них приятно, комфортно и безопасно. Ссылка на приложение в описании под этим роликом. Короче говоря, берите сервис Hyundai Mobility на заметку и хороших вам дорог. Но вернемся к Сорокино. В Калининградскую область семья предпринимателей приехала в 2012-м из Белгорода по делам. И уже через несколько лет они решат бросить дом и переехать сюда насовсем. И охая, и ахая, как у них все хорошо, и как у нас все как обычно. Накапливалось это все, накапливалось. А потом, когда мы увидели этот замок, узнали, что ему, извините, 700 с лишним лет, и что он, в принципе, в бесхозном состоянии, никому не нужен, и вот он на территории России, и вот они, мы такие хорошие, то почему бы взять и не заняться им? Я не мог пройти мимо. Вы случайно его увидели? Да, мы туристами, проездом были здесь. От вида замка 13 века и осознания того, что он построен за 200 лет до рождения Леонардо да Винчи, сорокины оцепенели. Раз и навсегда. А дальше бумаги. Только на оформление договора аренды с Русской Православной Церковью ушло примерно 2 года. Замок принадлежит православной церкви. У нас договор аренды, мы здесь не навсегда. И все, что мы сделаем, это является арендной платой. Наш труд, наше капиталовложение, это является арендной платой за использование в рамках договора. Так что это все принадлежит православной церкви. Замок взяли в аренду на четверть века. Договорились, что место платы будут реставрировать. А еще никогда не праздновать в этих стенах Хэллоуин и не размещать казино. Налоги на землю платить не надо. РПЦ от этого освобождена. Знаете, он нас держит на коротком поводке. Мы же ничего не потеряли больше, вообще занимаясь им. Мы только наоборот приобрели. У нас у всех общее дело. Великолепные дети, с которыми мы каждый день делаем одно единое дело. У нас нет с ними проблем взаимопонимания. Правда, Савелий? Правда, батюшка? 15-летний Савелий вызвался показать мне древний замок. Парень давно изучает все архивные материалы, которые связаны с Вальдау. Так что неудивительно, что родилась его собственная авторская экскурсия. Вы во всем беленьком, замок все-таки реставрируется еще?
чтобы не запачкаться, могу предложить вам вот такой вот плащ. Он очень поможет и не запачкаться, и погрузиться в аутентик замок. Спасибо. Еще есть ключи от замка. Необычно идут шляпы. Это гасильник. Это то, что будете гасить гасильником. Вот, пойдемте. Попали в донжон. Вот. Донжон находился от седа до седа и до крыши. Донжон представляет собой башню, где на первом этаже не было ни окон, ни дверей, абсолютно ничего, а использовалось оно как складское помещение. Второй этаж он поинтереснее. Там от 6 до 8 бойниц, один огромный вход и от 10 до 40 человек охраны. Второй этаж третий этаж, он еще интереснее. Это мансарда, там жили самые богатые, влиятельные и, собственно, те люди, которые владели этим донжоном. И там уже еще интереснее было, там был свой запас еды, вина, воды и оружия. Там уже было 20 человек охраны и 20 человек, собственно, элиты. Там жили те, кого жальче всего, те, кто побогаче. Туда было сложнее всего попасть. Туда вела одна лишь веревочная лестница и, соответственно, все. А на второй же этаж донжона поднимались по деревянной пристройке. И сейчас, если будете обращать внимание на архитектуру замка, центральное окно в замке больше по площади данной двери на 23 квадратных сантиметра. Вот. И на крыше точно такое же окно, потому что это точно такой же вход в донжон. Вот. В случае атаки деревянная часть либо сжигалась, либо отбрасывалась, как удобнее было, и все, считайте, вы в донжон не попадете. Пока будете преодолевать 18 метров лестницы, эту лестницу какие-нибудь негодяи возьмут да и откинут, а ты на ней. Ты возьмешь, упадешь и больше не встанешь, потому что на тебе 56 килограммов брони. Конечно же, в такой вот броне не атаковали, была специальная белая пешеходная броня. Вот. Сейчас, собственно, от донжона много чего осталось, в других замках не осталось почти ничего, да и самих замков осталось единицы. Замок Вальдау – это самый сохранившийся замок с 13 века в принципе. Это единственный замок под нормальной крышей туристический. Когда-то, говорит Савелий, Вальдау был оборонительной крепостью. Но все же в 16 веке крепость Вальдау превращается в замок Вальдау. Здесь появляется самая настоящая принцесса, и эта принцесса хочет жить в замке, а не в крепости. Представляете, Джульетте подарили казарму. И что она сделает из этого? По-любому не казарму не оставит. Она сделает замок. Она сделает замок, и здесь тоже сделали замок. Как я уже сказал, она уберет все башни, все стены, весь ров осушит. А еще замок перекрасит в розовый цвет. Представляете? На тот момент розовый цвет назывался кирпичным, потому что произошел он от кирпича. Здесь вся штукатурка, которую вы видите, она тоже розовая. Но не розовая, а исторически она называлась кирпичная. Сейчас мы, кстати, стоим у окна 16 века, которое входит на дерево Лапину. Это дерево застало еще Петра I. Замок Вальдау посещал вот Петр I. Да, вот это вот самое дерево. Причем дерево это сюда пришло из Латинской Америки. Пришло интересным способом. Раньше, когда торговец уезжал в чужие земли, он обязан был взять редкое дерево, которое распространено у него в стране, и отвезти его туда. Там обменять на редкое дерево в той стране. Привезти обратно и посадить. Таким образом, сюда пришла лапина. Пришла она аж из Латинской Америки. Это дерево из семейства ореховых. Его тут посадили тогда, когда здесь был Петр I. Здесь останавливалось посольство, а Петр I приезжал его проверять. Останавливалось оно как раз-таки здесь. После того, как в замке поселились Сорокины, замок будто ожил. И почти как в старину его жители стали засыпать различными подарками. Мы сейчас с вами находимся в зале трофейном. В зале трофейном у нас сейчас представлено только то, что, соответственно, было подарено замку. Это все, что вы здесь видите, это все подарки. Рыцарская броня, вот эти вот все элементы отделки, штукатурки, посуда, гобелен начала 20 века. И все, что вы здесь видите, это все подарки. Сейчас предлагаю... Кого? Подарки посетителей замка. Вот буквально последнее, что нам подарили, это вот эту вот лампу. Пришла она позавчера. Каково было наше удивление? Там не просто стоит цветное стекло, там стоит слюда.
То есть этот очень-очень старый фонарик нам просто подарили посетители из Москвы. Очевидно, бродить по старинному зданию Савелию нравится, а рассказывать о нем еще больше. В эпоху компьютеров и гаджетов, наверное, лучших летних каникул и не придумаешь. Замок — это не работа, замок — это не хобби, это не увлечение, это уже даже не смысл жизни, это образ жизни. Это образ жизни. Здесь как бы, если отсюда уезжать, то такие вещи не забываются. Здесь уже как минимум 6 лет нашей работы. Реставрация ведется здесь зимой. Сейчас здесь реставрация не ведется из-за того, что тут есть как минимум вы. Вот. А значит, вашей жизни что-то угрожает, а значит, это не особо не вам приятно, не нам. Поэтому летом, весной мы занимаемся туризмом, а зимой, осенью мы занимаемся реставрацией замка. Повсюду строительные материалы и мусор, который остается после ремонта. Савелий просит быть осторожнее. Ходить не надо между балок, ходить только по балкам. Это здесь у нас такой вот мусорный уголочек, а дальше там поинтереснее. И, собственно, не надо даже верить, можно просто проверить, посмотреть. Туда можно пройти? Да, проходите. Это еще кованая, кстати, штука. О, как здорово. Но как в древнем замке без мистических историй? Глава семьи Сергей уверяет, в Вальдау есть свои хозяева, невидимые глазу. Здесь снимали кино, и по съемочному плану как раз съемки должны были закончиться в час ночи. Я выдал как бы свое мнение, что после 9 часов смысла нет снимать, потому что качество будет никакое, и вы все равно будете переснимать это дело, потому что местные нам не дадут вам ничего делать здесь со светительными приборами. И все посмеялись, съемки произвели, все хорошо, все отлично, все собрались, уехали. Но через 2 недели приехали, и как раз вот этот кусок после 9 часов, то, что были съемки, они переснимали уже днем. Уже более серьезно были настроены на это дело, потому что все, что было снято, выкинули в корзину. Да, засвечено. Мне страшно жить с привидениями. Да, они достаточно воспитанные товарищи, просто соблюдаем паритет, они нас не трогают, мы их не трогаем. Сергей предлагает пройти туда, откуда чаще всего доносятся странные звуки. Кто знает, может, нам удастся познакомиться с кем-то из нечистой силы. Мы спускаемся в подвал, куда туристов не водят. Привидения там есть? Вот у нас была история с электриком. Он такой достаточно чувствительный товарищ оказался к этим вещам. Да, так что он тут иной раз с белым этим лицом выходит отсюда, когда здесь что-нибудь делает. Говорит, я их опять видел, я их чувствую, я сижу, чего-то ковыряюсь, провода кручу, и я чувствую, что они на меня смотрят. Сказать, что мне стало не по себе, не сказать ничего. Но вида я все же стараюсь не подавать. Вы согласны туда пройти? Не боитесь? Осторожно. Нет. Осторожно. Вот за этой стенкой, нами, вот за этой стенкой, там находится камера, которая порядка 40 квадратных метров площади, и туда входа нет. И говорят местные жители, поговаривают, что оттуда как раз-таки есть подземные ходы, которые были еще здесь сделаны в те времена, когда это была крепостью. 2 входа идут во внутренний двор замка, где они там выходили на внутренние стены, и один самый-самый большой, длинный, там через ручей, через ров, через там, поля, и весь выходит там куда-то там через 20 километров отсюда, только выход на поверхность. Это, конечно, интересно, но призраки меня волнуют куда больше. А вы привидения видели? Да, они постоянно со мной здесь. Они же мне тоже не дают работать до позже 9 вечера, особенно зимой. Темнеет очень рано, и получается, что в 9 часов как-то наступает резко такая какая-то атмосфера, что кто мерещится, они где-то начинают по углам такие черные нежити. Ну, все, говорят, давай, дорогой, сворачивайся, наше время, топай давай. Если не призраки, то кто-то невидимый им явно помогает. И, возможно, это сам замок. Несколько лет назад Сорокины нашли тут одичавший росток спаржи и вывели новый сорт, который так и назвали – Вальдау.
Мы сейчас замесим тесто и будем готовить спаржу в печи. Спаржу в печи будем готовить в пицце. Готовили когда-нибудь пиццу со спаржей? Нет. Но будете загадывать желание. Все, что первый раз пробуете, загадывайте желание. Сорт спаржи во льда унесен в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации. У этого замка есть свой сорт, а у этого сорта есть свой замок. Спаржа – это наше зеленое золото. Местные поговаривают, что я нашла янтарную комнату, а золото рейха вывожу из подвала по ночам. На брусчатке перед домом импровизированная летняя кухня, деревянный стол с навесом и электрическая плитка. Чаще всего тут хозяйничают сыновья Надежды и Сергея, уже знакомый нам Савелий и его младший брат Паша. А сейчас мы переходим к брецелям. Вот так вот их берем, окунаем. 1, 2, 3, 4, 5. Достаем ее. Видим то, что у нее она покрылась таким цветом. У нее поменялся 1, 2, 3, 4, 5. Достаем брецель. Выкидываем. 1, 2, 4, 5. 5 секунд надо держать? Нет, 5 раз я просто окунаю брецель. 1, 2, 3, 4, 5. Достаем брецель и выкладываем. Собственно, и все. Замечательно, поразительно, гениально. Сейчас я принесу соль, вы будете посыпать брецель. Мне хоть что-то доверили. Посыпать. Возвращаемся к пицце. Сейчас у нас разогревается сковорода. В сковороду мы нальем оливкового масла. В оливковое масло закинем стрелочки и потом добавим самой пасты. Пока нагревается сковорода, берем лопатку. Теперь ждем. Берем лопатку. А зря. Пожалуйста, ждем. Зато доверю вам выложить стрелочки. Что сделать? Стрелка. Это же чесночная стрелка. Не спаржа. Не спаржа. Нет, не перепутайте. Так, оливковое масло тебе надо наливать. Наливаем. Так, ну я думаю, что нам пора закидывать. Почти. Почти. Да. Надо вторую пачку открыть. Томатную пасту. Да. Как вкусно пахнет уж. Чесночок. Твой фирменный рецепт, да? Будем считать мы. Оно начинает Мешаем? кипеть. Мешаем, мешаем. Мешаем кипеть. Мешаем кипеть. Каково это в замке жить? Очень сложный вопрос на самом деле, очень часто задаваемый, и ни разу как такового ответа я не дал. В замке жить интересно, но в то же время тебе приходится жить с 5 людьми сразу, видеть огромное количество новых лиц. К сожалению, когда приезжают туристы, они говорят: вот ты меня наверняка узнал, я был у вас 5 лет назад. За 5 лет проходит более 500 тысяч туристов, и каждого я не могу запомнить, я не мегамозг пока. Замок — это постоянно что-то интересное. Вот, если вам скучно, пожалуйста, у нас каждый в России может взять себе замок и жить интересно. Лайфхак. Да. Совет, Обращайтесь. если вам скучно, то пожалуйста. Есть замки. Замков на всех хватит. Да. Кстати, такие случаи уже есть. В других регионах кое-кто последовал примеру Сорокиных и арендовал себе обветшавший замок. Тесто запеклось. Сыр не только начинку склеил, но и тесто. Ее дальше берут настоящие профессионалы и так выкладывают. А другие профессионалы им помогают. Ура! Та-дам! Та-да-дан, тан-тан, та-да-дан. Авторская, А не повторите. отвечаю. неповторимая. Так, ну надо резать и пробовать. Надо резать и пробовать. Я пока за пармезан. Еще отраванусь, да? Чтобы не пробовать, убежал. Начинки много, выглядит все аппетитно. Но почему-то
спаржа только на одном куске получилась. Надо ее поперекладывать. Хотя бы, чтобы везде спаржа была. Что, пробуем? Как вкусно. А какой соус. Соус. О, что соус божественный. Мы сейчас с вами находимся в подвале. Это погреб 13 века, самый настоящий. За период в 760 лет он не менялся ни разу. Он ни разу не перестраивался, не реставрировался, не руинизировался и никак-либо был видоизменен. Решетка сзади не в счет, это остатки декораций с военного детектива по законам военного времени. Такие погреба в 13 веке создавались путем создания сначала опалубки. Ставились сваи, затачивались под полый цилиндр, обивались досками в ширину, затем в длину. Сверху просто ставился кирпич, промазывался известняком. Здесь настолько сохранился подвал в девственном состоянии, что в некоторых местах видна нестыковка самих досок и, соответственно, нестыковка кладки. Подвал уже стоит здесь 760 лет. Видать, качество хорошее, правильно? Ничего себе. У семьи есть своя мастерская, где они стараются также качественно восстанавливать утраченный декор. Часто используют гипс. Я тоже решила внести свою лепту. Решили начать с розочки. Да. Что пишем? Ну, что хотите от Ян Буян, пожелания. А как я это напишу штукой? Можем. А, вот, нашел. Давай. Гвоздик. А потом вы этим замок украшаете, наклеиваете, да? Может, через какое-то время какие-нибудь потомки, историки скажут: о, вот это вот лепнина 21 века, и вот это вот найдут, и будут смотреть вообще, кто такой, кто такая Ян Буян. Это потом будет в Википедии. В Википедии, да, точно Википедия, здесь останавливалась сама Ян Буян. Через 700? Блин, жалко, не доживем. Если что, если доживем, оставляйте комментарии, там кто через 700 лет посмотрит, комментарии оставляйте, как вам здесь замок отреставрированный. На вопрос о том, зачем землевладельцы бросили все в Белгороде и переехали фактически на руины, они лишь пожимают плечами. Где, как не здесь, можно воспитать настоящих рыцарей? Все-таки у меня же мальчики старшие. И как любой принц, как любой рыцарь, и вы, как дама сердца или юная дева, оцените, конечно же, что сейчас востребованы рыцари, которые могут и колесо поменять, и балладу о красоте ваших волос сочинить. Поэтому здесь, на территории замка, мальчишки растут именно такими будущими рыцарями. Я даже немножко завидую своим будущим невесткам. Ну да, они галантные, с этим не поспоришь. А еще не поспоришь с тем, что Сорокины вовремя нашли этот замок, чтобы защитить его от гибели и людского равнодушия. Или, может быть, это замок выбрал их? Как бы то ни было, но сегодня тут снова начинает закипать жизнь. Возможно, именно так, как это было сотни лет назад. А каким вы видите вот это место через несколько лет? Мне нравится делать сравнение с Франкенштейном. На сегодня вот замок из себя представляет Франкенштейн. Помните, да, это чудовище, которое было собрано из разных частей. Вот точно так же и замок Вальдау. Но сегодня это чудовище. Это вот розы, которые посажены вокруг замка. Это окна наполовину деревянные, наполовину исторические, наполовину пластиковые. Мебель, которая разных эпох, включая времен Леонардо да Винчи и заканчивая современностью. Вот это вот наш Франкенштейн. И только вот от нас зависит, какой он будет, с добрым сердцем или нет. Но пока вышло так, что именно семья из Белгорода помогла местным жителям разглядеть и полюбить свой замок.
Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в замок Вальдау. Мы танцевальная группа «Янтарные цветы». Мы все совершенно разных профессий, но нас всех объединяет музыка, немецкая культура и любовь к замку Вальдау. По договору аренда замка закончится через 20 лет. К этому времени Сергею и Надежде будет за 60, их сыновьям чуть за 30, а дочери 21. Захочет ли кто-то из старших или младших Сорокиных продлить аренду, не загадывают. Чем закончится эта удивительная история, сказать сложно. Нужны серьезные инвестиции. Но если совсем недавно судьба старинного замка была под вопросом, то сейчас есть надежда, что в здание 13 века вдохнут новую жизнь. Кажется, Вальдау сильно повезло, что семья Сорокиных совершенно случайно проехала по соседней дороге. Вы смотрели Ян Буян. Подписывайтесь, хвалите и критикуйте в комментариях, это очень важно для меня. И, конечно, ставьте лайки. Только в этом случае я очень долго смогу заставлять вас скучать по местам, в которых вы еще не бывали. Пока-пока! Thank you.